В «Бегущем по лезвию» никто не хочет давать простого и точного ответа на вопрос, кто такие репликанты. Истина тщательно скрывается. Им приписывают ряд необычных характеристик. По странному совпадению, все они находят свое отражение среди персонажей, представленных обычными людьми. Репликантам установили 4-летнюю продолжительность жизни. Генетик Себастьян постарел в 25. Имплантация памяти звучит как технология будущего, но за ней скрывается банальная слежка и манипуляция сознанием. Сообщается, что репликанты не способны к полноценным человеческим эмоциям, но ровно в том же самом заключается главная проблема людей мира бегущего по лезвию. Самое яркое свидетельство – главный герой Рик Декард. Во-первых, его мимика похожа на мимику детей. Подобные усмешки выглядели бы прекрасно на лице ребенка, но не подходят для взрослого человека. Они не режут глаз здесь только из-за уникального обаяния Харрисона Форда. Во-вторых, Декард напрочь лишен эмпатии. Дело не только в бесчеловечности его работы, в рамках которой он убивает других существ, не зная, кто они и почему должны умереть. Демонстрации низкого уровня развития Декарда как человека посвящены отдельные сцены. После тестирования Рэйчел всерьез испугалась, что она репликант. На языке мира бегущего по лезвию глубоко вторичное бесправное существо. Потрясенная тем, что для людей вокруг она никто, не получив помощи от Тайрелла, она отправилась к Декарду. И, как оказалось, напрасно. Look, it's me with my mother. Remember when you were 6? Рик стал всеми силами доказывать, что она действительно никто. Implants. Those aren't your memories. They're somebody else's. They're Tyrell's nieces. Декард не понимал, в каком положении она находится и что чувствует, не понимал, что почувствует от его слов. I made a bad joke. You're not a replicant. Go home. Okay? В его ответе нет сострадания, а его извинения легко понять неправильно. No, really. I'm sorry. Go home. Декард просит прощения не за то, что довел до слез, а за то, что выгоняет из дома. Это лишь форма речи. «Прости, но ты должна уйти». Рэйчел не уходит, а Рик видит только один способ ей помочь. Want a drink? I'll get you a drink. Алкоголь. Для этого идет на кухню и долго неуклюже возится. Фактически он сбежал, поэтому тут же сбежала и Рэйчел. Даже если Декард видит в ней репликанта, человека не настоящего, то почему бабочки и черепахи сочувствия требуют, а лабораторные люди нет? Тем более, что вплоть до окончания теста Декард знал Рэйчел человеком, но никакого внимания не обращал. I'm Rachel. Deckard. Do you mind if I smoke? It won't affect the test. Is this testing whether I'm a replicant or a lesbian, Mr. Deckard? Just answer the questions, please. Тайрелл, глядя на это, ухмылялся. В общении с женщинами Декард либо безразличен, либо от бессилия срывается на изнасилование, либо, как в сцене с Зорой, превращается в подростка. Он представился другим человеком и заговорил совершенно другим голосом. I'm from the Confidential Committee on Moral Abuses. Допустим, его цель – убедиться, что перед ним репликант. Якобы для этого он копается в личных вещах Зоры и, наконец, находит одежду с чешуйками змеи. Но зачем ему, офицеру полиции, кем-то притворяться? А уж если это делать, то почему он решил стать представителем комитета по домогательствам? Чтобы была возможность задавать неприличные вопросы? Were you asked to do anything that's lewd or unsavory or otherwise repulsive to your person? Huh? Вопросы сколь неприличные, столь и глупые, а подчеркивает все его голос. Well, like to get this job. I mean, did you do or... Будто имитирующий подростка. I'd like to check your dressing room, if I may. For what? For holes. Holes? Well, you'd be surprised what a guy go through to get a glimpse of a beautiful body. Поведение Декарда можно объяснить тем, что во время ожидания Зоры за кулисами кабаре, наблюдая за женщинами в нарядах самой разной пышности и откровенности, он поддался своим не слишком развитым, не слишком зрелым чувствам. Как мы помним, Декард вышел на след Зоры, найдя чешуйку змеи в ванной ее квартиры. Ровно в тот момент Гав смастерил свою вторую фигурку, изображавшую мужчину в некотором состоянии. Прекрасно зная, кто такой Декард и кто такая Зора, Гав предвосхитил реакцию героя от встречи. Ребенок превратился в подростка. К несчастью, не только Декард, а едва ли не все люди мира бегущего по лезвию страдают от низкого уровня развития, от потери человечности. Спецагент Гав хоть и ярко одет, но его эмоции и поведение удивительно безжизненны. Капитан Брайант отличается ненавистью к репликантам и любовью к охоте, убийству животных. Джейф Себастьян живет один в целом доме и в части эмоционального развития выглядит удручающе. В одной из самых известных реплик этого фильма Гав говорит о том, что жизнь людей мира бегущего по лезвию нельзя назвать жизнью. It's too bad she won't live.
But then again, who does? Подлинно человеческого в ней почти не осталось. Есть лишь Кока-Кола, видеоигры, таблетки, красивая женщина на огромном экране и темные грязные улицы, освещаемые лучами пропаганды. Летающий телевизор рассказывает, что где-то там есть чудесные космические колонии, в которых каждый получит новый шанс. А существуют ли они, эти колонии? Им нет ни одного реального подтверждения, как и нет ни единого кадра космоса вообще. И это в фильме Ридли Скотта за пару лет до того, снявшего «Чужого». There was an escape from the off-world colonies 2 weeks ago. 6 replicants, 3 male, 3 female. They slaughtered 23 people and jumped a shuttle. Почему нам не показали, как репликанты в яростном бою на космической станции добывают себе свободу и полной решимости отправляются на Землю? Подобная сцена хорошо подошла бы фильму в качестве завязки и могла выглядеть красиво и захватывающе. Может быть, авторам не хватило бюджета. А может, описанные события попросту не происходили. Harrison's character finds his motivation that he has to kill 5 replicants, which we are. Yeah, the term retire. Because they are sort of dangerous, and they say they sort of found a spaceship and people got killed, but you never see that happen in the film. It's just one of the stories they give you. Запрет репликантов на территории Земли крайне нелогичен. Изобрели бесплатную рабочую силу и запретили. Только потому, что отдельные особи могут взбунтоваться. Но ведь люди тоже могут взбунтоваться. И неясно, зачем делать полный запрет. Репликантов можно использовать в Антарктиде, отправить собирать пластик в Мировом океане. На отдельно взятом заводе или шахте не так уж и трудно обеспечить такой уровень безопасности, что сбежать оттуда будет сложнее, чем с космической колонией. Если корпорация Tyrell согласилась с потерей гигантской прибыли ради безопасности общества, то почему блейдранеры стреляют, не раздумывая, прямо в толпу? В мире бегущего по лезвию человеческое общество превращено в серую аморфную массу, до которой уже никому нет дела. Корпорация Tyrell подчинила весь мир, обесчеловечила людей и поместила их в одно большое болото. Параллельно с этим шла борьба гораздо большая внутри корпорации. В ее результате Tyrell уничтожил всех соратников, друзей, родственников. Та же участь постигла весь класс культурных образованных людей. Остался только один искалеченный Себастьян, которому на всякий случай еще и сократили длительность жизни, чтобы совсем исключить угрозу для Тайрелла. Как результат, Себастьян мало что понимает в происходящем вокруг и не способен обыграть своего босса в шахматы. В метафоричном смысле. Your opponent. Oh, Dr. Terrell? I've only beaten him once in chess. He's a genius. Причем он единственный, кто еще может с ним сыграть. Истинная роль Себастьяна – инженер социального дизайна. В центре его квартиры расположена хирургическая лампа, которая символизирует процесс форматирования общества. Расставленные тут и там куклы намекают не на роботов. Они изображают людей, как представителей социума, исполняющих в нем определенные роли. Рядом с ними видны всевозможные атрибуты человеческой жизни прошлых эпох. Старый мир теперь лишь пылится в квартире Себастьяна, как память о трудах предыдущих поколений культурных людей. Quite an experience to live in fear, isn't it? На смену пришел мир новый, окончательно порабощенный. That's what it is to be a slave. Проект по созданию репликантов называется Nexus 6. В Древнем Риме существовало понятие долгового рабства. Свободный человек заключал контракт, который на определенный срок делал его чьим-то рабом. Сам контракт назывался Nexum, а заключивший его человек – Nexus. Fiery the angels fell. Deep thunder rolled around their shores, burning with the fires of oak. Рой Бетти цитирует одну из поэм Уильяма Блейка. Цитата неточная, одно из ключевых слов заменено на противоположное. Поэма пересказывает события американской революции. Поднявшиеся ангелы – это ее лидеры. Орк – персонаж мифологии Блейка, символизирующий революционный дух, дух свободы. Поэт воспевал его победу, рождение новой свободной страны. А сейчас Рой констатирует ее смерть. Ангелы свободы пали, тоталитарный мир победил. Посаженный в подвал китаец круглые сутки выполняет тяжелую грязную работу, а западный человек, во многом создавший современную культуру, редуцирован до состояния инвалидности. Социальная иерархия упростилась до предела, а все, кто окружал Тайрелла, были физически уничтожены, о чем говорит судьба Рэйчел. Она, даже будь репликантом, занимала место настоящей племянницы Тайрелла, жила ее жизнью. А где тогда настоящая племянница? Где ее настоящая мама, если остается только показывать ее фотографии? Когда у Рэйчел возникли сомнения в своем происхождении, она отправилась за ответами к Декарду, чужому человеку. Она не смогла пойти к родственникам, друзьям и прочим людям, существовавшим в ее жизни и способным подтвердить ее реальность. Потому что усилиями Тайрелла они исчезли. Власть была слишком велика, чтобы ее делить. Рэйчел – его настоящая племянница. Поднять руку на нее было сложнее всего, но в итоге пришлось.
Ее тестирование организовали якобы для того, чтобы Декард потренировался на репликантах серии Nexus 6. Но все подозреваемые к тому моменту были известны ему в лицо. Да и неясно, зачем Тайреллу в этом участвовать. Человек его масштаба действует только исходя из своих собственных побуждений, носящих прежде всего практический характер. Поведение Тайрелла в этой сцене наигранное и пропитанное ложью. Он, в отличие от Декарда, целиком понимает происходящее. Tyrell Corporation? He's big boss, big genius. He designed your mind. Он знает, кто такие репликанты и как устроен тест Войта Кампфа. Целью Тайрелла было избавиться от Рэйчел, и он придумал план. Исполнителем должен был стать Блейд Раннер, но прежде и ее нужно было подготовить. Как мы помним, тест продолжался в 5 раз дольше обычного. Рэйчел уверена, что она человек, поэтому чем дольше идет тест, дольше сохраняется неопределенность, тем больше у нее будет сомнений в своей человечности. Декард, в свою очередь, не знает, кто она, разгадать истину не сможет и в любом случае поверит вердикту, который вынесет компьютер. Излишняя продолжительность теста заставит его считать Рэйчел репликантом крайне похожим на настоящего человека, едва отличимым даже с помощью теста. На случай, если Декард забудет об этом подумать, Тайрелл задает нужные вопросы. И делает нужные восклицания. Он объясняет поразительную человечность Рэйчел тем, что она экспериментальный репликант с имплантированной памятью человека. Позднее Декард перескажет Рэйчел 2 истории из ее жизни, а ему рассказал Тайрелл, знавший их будучи родственником, близким человеком. Теперь этот близкий человек сделал все, чтобы Блейд Раннер в решающий момент, держа в руке пистолет, не стал колебаться и, глядя на Рэйчел, не верил ни одному признаку ее человечности. После того, как подготовка была проведена, оставалось только передать Брайанту приказ на уничтожение, сказать, что у биоробота случился сбой в программе, и она сбежала. That skin job you vacated at Tyrell Corporation? Rachel disappeared, vanished. Something to do with a brain implant, says Tyrell. Тогда как версия Рэйчел несколько другая. Talk to him. He wouldn't see me. План Тайрелла не сработал только из-за того, что он недооценил потенциальные человеческие качества Декарда, Рэйчел и прочих так называемых репликантов. Как можно догадаться, они вовсе не биороботы, а самые обычные люди. Правда, в одной из сцен репликанты признаются в том, что они репликанты. Nexus 6. Но откуда они могут знать? Либо им внушили такое представление о себе, либо они сознательно прикидываются. Себастьян задал прямой вопрос, и любой другой ответ мог лишить их шанса добраться до Тайрелла. В любом случае, то были лишь слова, не имеющие фактического подтверждения. Вообще в фильме есть лишь один возможный признак нечеловеческой природы репликантов. Но даже ему есть простое объяснение. Во-первых, если репликанты выдерживают экстремальные температуры, то разве это не дает простого способа их выявлять? Взять небольшой образец кожи подозреваемого и опустить для проверки в кипяток. Во-вторых, нужно снова вспомнить, что Ридли Скотт – мастер визуальных образов. Рассматривать подобные образы буквально нельзя. Скрывающийся за ними смысл не совпадает напрямую с видимой зрителю картинкой. Например, Гаф одет в яркую одежду. Как очевидно, он бы никогда не стал так одеваться. Это напрямую повредит его шпионской деятельности. Автор специально для нас немного поменял изображение, чтобы мы что-то поняли о роли Гафа. Броский костюм есть на экране, но внутри фильма его нет. То же самое можно сказать про эффект светящихся глаз. С его помощью Ридли Скотт показывал, кто из персонажей репликант, и в этом прямо признавался. I said, how the hell do I differentiate between a replicant? I need to have light in their eyes. Существует такой эффект внутри рассказываемой истории, репликантов можно было бы легко выявить безо всякого теста на эмпатию. Значит, мы снова видим на экране что-то, чего не происходит в действительности. Как ни странно, то же самое касается и примеров физического превосходства репликантов над людьми. Они – визуальный образ, которым действительно иллюстрируют факт превосходства. Но заключается оно совсем в другом – в человечности. Беглые репликанты, включая даже Зору и Приз, легко избивают Декарда. Причина не в том, что он простой человек, а они роботы-мутанты. Ведь Рэйчел якобы репликант той же серии, что и остальные, и она не смогла дать Декарду никакого отпора. Потому что избиение символизирует превосходство в области интеллекта и чувств. Рэйчел только начинала свой путь к тому, чтобы их в полной мере открыть, и была в лучшем случае наравне с Декардом. А вот остальные репликанты были далеко впереди. Рой Бетти не робот и не может видеть сквозь стены в буквальном смысле, а вот в переносном очень даже. По сравнению с Декардом он видит окружающий мир насквозь. I think, Sebastian. Therefore I am. Very good, Pris. Now show me why. Когда Приз попросили доказать свою способность мыслить, она опустила руку в кипяток, достала яйцо и бросила Себастьяну. И это не была демонстрация физических возможностей.
К тому моменту Прис успела составить о Себастьяне какое-то представление. Она хорошо понимала, что он, прекрасно зная, насколько обжигающим будет яйцо, станет его ловить и даже попытается удержать, и даже на секунду успеет порадоваться теплу в своих руках. Прис знала, что Себастьян это сделает потому, что яйцо ему бросит она. Репликанты отличаются не тем, что пробивают стены кулаком и выдерживают кипяток, а тем, что способны увидеть перед собой живое существо, способны понять, что оно чувствует, способны принести чувства, которых ему не хватает. Они были представлены зрителю как бездушные существа, а на деле оказываются единственными человечными персонажами. Именно за это их убивают. Главная тайна «Бегущего по лезвию» состоит в том, что никаких репликантов не существует. Корпорация Tyrell, специализирующаяся на социальном дизайне, довела людей до состояния слепых бесчувственных рабов, не понимающих ни своей истинной природы, ни происходящего вокруг. Те, кому удается открыть глаза и обрести чувства, представляют для построенной системы угрозу. Особый отдел полиции их уничтожает. Для подтверждения подозрений проводят тест на человечность. Для прикрытия и оправдания убийств используют миф о репликантах. Искусственных существах, для невооруженного глаза неотличимых от человека, живущих где-то в далеком космосе и иногда проникающих на Землю с целью совершить преступления против человечества. Ничего не подозревающие блейдранеры убивают намеченных жертв средь бела дня, а бездушная толпа за этим спокойно наблюдает. На любой вопрос о том, куда исчезают люди, есть ответ. Они отправились покорять космические колонии. Теперь, раскрыв главный секрет происходящего, мы можем пересмотреть содержание фильма и увидеть, как оно обретает вполне себе стройный смысл. В нем исчезают противоречия, его сцены получают новое, куда более разумное объяснение, появляется ответ на вопрос «Кто такой Декард?», открывается замысел основных визуальных приемов. Например, подсвечивание глаз. Оказывается, с его помощью Ридли Скотт указывал не на то, кто в фильме бездушный робот, а на то, кто полноценный человек. Автор изобразил в глазах персонажей огонь, символ жизни. Появляется он вовсе не в случайные моменты. Глаза Декарда загорелись при близком взгляде на Рэйчел, только что спасшую его от смерти. За сильнейшими переживаниями последовала первая настоящая искра жизни в его глазах. Глаза Рэйчел зажглись во время теста. Скорее всего, Тайрелл как мог препятствовал ее общению с людьми, и поэтому встрече с Декардом она была рада. Глаза Роя горят в момент, когда решается судьба его жизни, а у Прис в квартире Себастьяна, в которой так много игрушек, красивых платьев и самых разных вкусностей. Видимо, ничего из этого в ее жизни не было. Лаборатория Чу целиком объята холодом, отчасти для того, чтобы показать рабские условия труда. Но почему он создает именно глаза, а скажем, не сердца, ледяные сердца репликантов? Потому что глаза привносят еще больший смысл. В них отражаются не только чувства, но и интеллект и даже состояние здоровья. Людей мира бегущего по лезвию рождают и воспитывают в атмосфере тотального холода. Лишь немногим доводится когда-нибудь взглянуть на мир оттаившими, загоревшимися огнем глазами. Другой неочевидный визуальный прием – трехмерные фотографии. Это не просто пример технологии из будущего, ведь должен быть определенный смысл. Состоит он в том, что мы, люди, слишком плоско смотрим на мир. Зачастую упускаем в нем целые измерения. Окружающая действительность превращается для нас в набор плоских картинок. У нас нет времени изучать их мельчайшие детали. Нет сил усомниться в полноте и достоверности наших представлений. Мы лишь радуемся, что успели в этом мире хоть что-то увидеть. А что мы увидели? Да не так уж важно. Но стоит только остановиться, взять снимок в руки и внимательно на него посмотреть, непременно заметим что-то новое. Может быть, заметим что-то важное. Если этого никогда не делать, то перестанем что-либо понимать. А плоскими фигурами для нас станут люди, в том числе самые близкие. Кроме визуальных приемов, ясность обретает и название фильма. Оно связано с ролью блейдранеров. Наемные убийцы, не осознающие смысла своих действий. Слово «раннер» здесь означает «посланник», «посланник смерти». Видимо, поэтому авторы поместили офис блейдранеров в здание вокзала. А еще, по непонятной причине, «Бегущего по лезвию» считают философским произведением. Но ничем особенным он в этом смысле не выделяется. Да, имя главного героя созвучно имени Рене Декарта, но его слова «я мыслю, следовательно существую» давно вышли за пределы философии как науки, их знает каждый. Задача Декарда – научиться мыслить и начать существовать. И на этом его связь с Декартом, скорее всего, заканчивается. В связи с фильмом нередко вспоминают и Ницше из-за его концепции о сверхчеловеке, которую соотносят с девизом компании Tyrell
Делают это почему-то в позитивном ключе. Якобы репликанты – это сверхлюди, это прогресс, это светлое будущее человечества. Но картина «Бегущего по лезвию» обратная. Она – картина деградации. Тайрелл – корпорация зла. По отношению к репликантам ее девиз носит издевательский характер. Даже согласно стандартной интерпретации фильма, никто не стремится делать их людьми. Наоборот, делается все, чтобы помешать. Поэтому идеи Ницше могут здесь присутствовать только как идеи зла. Девиз корпорации выражает личное стремление Тайрелла к тотальной власти над человечеством. Это он сверхчеловек. Тогда как Рой, Зора, Леон, Прис и Рэйчел – обычные люди, но которые на фоне людей остальных, деградированных, выглядят сверхсуществами. Рой среди них центральная фигура, и отчасти главный герой фильма – он. По отношению к нему Декард выступает скорее зрителем, нежели соперником. К моменту их встречи Рою, потерявшему всех близких, остается только умереть. Он делал все для спасения окружающих, но проиграл. Рой добрался до правителя мира и спросил, почему он так поступил с людьми. И получил ответ в духе «А чего ты еще ожидал?». Казалось бы, Декард тоже его враг. Однако Рой знает, что это не так, и в последние минуты жизни пытается открыть Блейдраннеру глаза. Он хочет объяснить Декарду его положение. Proud of yourself, little man. Суть его профессии. Убедить, что за настоящую нерабскую жизнь нужно сражаться. И, наконец, он хочет ему показать, что такое сострадание. Еще недавно Рой тоже был на краю пропасти, и человек, определивший его судьбу, только смотрел за падением вниз. Судьба Декарда была другой. Пронзенная гвоздем рука Роя отсылает к Иисусу. Белый голубь – символ Святого Духа. Прыжок Роя с ним у груди – это прыжок веры, в отличие от прыжка отчаяния Рика. Конечно, сравнение с Богом не может не быть чрезмерным, но по отношению к Декарду Рой Бетти им выступил. Потому что не только стал спасителем жизни, а сотворил из него человека. По всей видимости, главная идея фильма в том, что цель стать человеком лишь промежуточная. Она первоочередная, но решив ее самому, нужно всеми силами помогать в решении той же задачи другим. Корпорация Тайрелл, например, сделала все, чтобы миллионы живых существ не смогли стать людьми. Отняла у них единственный шанс. А Рой Бетти протянул руку помощи существу, не понимающему, что такое быть человеком, но способному понять. Финальной точкой в его жизни стал знаменитый монолог со слезами под дождем, в котором Рой произносит очень странные слова. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die. Чтобы понять их смысл, стоит обратить внимание на имена собственные. Орион – персонаж древнегреческой мифологии, слывший великим охотником. Его упоминают в нескольких античных произведениях, но первое из них – «Одиссея Гомера», в которой главный герой видит тень Ориона во время пребывания в подземном царстве. Тангейзер, в свою очередь, персонаж германских средневековых легенд. Однажды он, пройдя сквозь особые врата в пещере, оказался в подземном царстве богини Венеры. То есть в царстве мертвых, как и в Одиссее. В одной из более ранних версий сценария монолог Роя выглядел иначе. Он не упоминал Тангейзера, но зато содержал выражение лагеря Плутитиона. Плутитион – имя, производное от имени Плутон, бог царства мертвых в римской мифологии. Отсылка к нему была более явной, и, наверное, поэтому ее заменили. Рой описывает вовсе не дальний космос, а родной город Лос-Анджелес, родную планету Земля. Самое что ни на есть царство мертвых. It's too bad she won't live. But then again, who does? Он говорит о том, что в отличие от остальных увидел его истинный облик. Он был у ворот цитадели подземного бога и наблюдал разрезающие черное небо лучи. Он видел, как слепые блейдранеры несут вокруг смерть. По одному из мифов, Орион был ослеплен неким царем за надругательство над его дочерью. По совпадению или нет, но главный герой совершает почти то же самое. С той разницей, что Рэйчел приходилась Тайреллу не дочерью, а племянницей, а Декард был слепым и до того. Орион, чтобы вернуть зрение, направился к месту восхода Гелиоса, бога солнца, и там поднес свои темные глаза под его первые лучи. Окончательный рассвет Роя Бетти мгновенно сменился закатом, но его хватило, чтобы подарить зрение Декарду. You've done a man's job, sir.
Первым, что Рик услышал после пробуждения, стала другая знаменитая фраза Гаффа, смысл которой, похоже, в том, что Декард только что стал человеком. Здесь не идет речь о его успехе в задании по уничтожению репликантов, ведь оно еще не выполнено. Рэйчел тоже была его частью. И спустя пару мгновений Гафф скажет о ее судьбе с сожалением. Рэйчел хотят убить за то, что у нее проснулись человеческие чувства. Этими словами Гафф имел в виду, что в мире бегущего по лезвию в таких случаях неизбежен смертный приговор. Он мог привести его в исполнение сам. Был у дверей квартиры Декарда, но оставил Рэйчел в живых. Может быть, наблюдая за всеми событиями со стороны, Гафф тоже что-то чрезвычайно важное понял. Его хромота обозначает, что он служитель дьявола. Но со смертью последнего Гафф получил определенную свободу. На какое-то время. Оставленные им оригами интерпретируют неправильно. Когда в режиссерской версии фильма впервые появились кадры бегущего единорога, родилась гипотеза. Гафф показал, что знает содержимое памяти Декарда, а так как они вовсе не друзья, то значит Рик – репликант с имплантированными воспоминаниями. Почему-то это посчитали открытием, переворачивающим сюжет. Вот только в первой его версии уже был эффект горящих глаз, в одной из сцен замеченный у Декарда. Кроме того, неясно, каков тогда был смысл оригами единорога в той самой первой версии и почему столь важную сцену мечтаний Декарда в нее не включили. Все указывает на то, что никакого отношения к оригинальному фильму эпизод с единорогом не имел и был придуман гораздо позднее. Мечтать о визуальном образе с открытыми глазами довольно странно. Декард сидел за фортепиано, нажимал на клавиши и смотрел на ноты. В более поздней сцене он проснется ото сна и скажет, что ему снилась музыка, а она же целиком занимала его мысли и в тот момент. В поисках правильного ответа нужно вспомнить общий смысл оставляемых Гаффом фигурок. Ими он дает характеристики главному герою. Декард не репликант, а единорог – прекрасное мифическое существо. В мире бегущего по лезвию такой же редкостью, граничащей с мифом, стал настоящий полноценный человек. Гафф подсказывает Декарду, кем он теперь является, подсказывает, что он должен это ценить. К счастью, Декард его понял. Еще в начале фильма он был во многом ребенком, в его середине оставался подростком и только в самом конце стал взрослым человеком. Именно так и звучит ответ на извечный вопрос о природе главного героя. Да, Ридли Скотт открыто назвал его репликантом. И в самом фильме, и в многочисленных интервью. И понятно, почему он так делает. Во-первых, в мире бегущего по лезвию репликантами объявляют тех, кто человечен. Во-вторых, кратко судьба Декарда описывается так. Жил человек, совершенно не понимал, кто он такой, чем занимается и в каком мире живет. Затем он все осознал и изменился. Похожее изменение должно было произойти и со зрителем. Вывод, что главный герой-репликант, пусть и неправильный сам по себе, переворачивает стандартную картину. Он шокирует, смущает и подталкивает к внимательному пересмотру всего содержимого фильма. Как Ридли Скотт не старался, переубедить публику не смог. Зрители почему-то ценят идею о взаимоотношениях Декарда и Рэйчел как человека настоящего и человека искусственного. Высшее существо проникается любовью к низшему, поднимает его на более высокий уровень, в некотором смысле возвышается само, а факт их отношений показывает деградацию человечества. Деградация, конечно, есть, но положение Декарда и Рэйчел одинаковое. Они – два обычных человека, которые выросли в мире, подавившем их человеческие чувства, и теперь они вместе сквозь мучения их себе возвращают. В этом гораздо больше смысла, гораздо больше трагизма, чем в истории любви человека и биоробота. При этом главная трагедия фильма, безусловно, заключается в судьбе всего человечества. А главным символом неспроста является глаз. Вместо фантастического существа из будущего, не наделенного человечностью, нам показали обычного человека, ее лишенного. Нам показали мир, который целиком из таких людей состоит. Мы должны были это увидеть, а затем посмотреть вокруг и понять, в каком мире живем мы. Кто мы?